Давай резче. Тут тебе не Житомир. Тут надо быстро и тихо. Слышь ты, пудель-мудель, это что за коза? Исёк, ёкала меня. Ну что ты как черт из табакерки? Только давай не начинай, я тебе дома все объясню. Ты что, пассажирку взяла? Ну ты кобель, я тебе талончик твой перекомпасирую. Я вас очень прошу. Давайте не ссориться, а? Ну, по ходу разберемся. Здрасте. Забор покрасьте. Люся, ну что ты как принцесса, помогай. А она помогает. Значит так, сидим тихо и киваем. Я говорить буду, понятно? Здрасте. Здрасте. Так, ну Люську знаю. А что за вторая баба? А? Командир, ёкала меня. Санта-Барбара, не поверишь. Жор Петрович, ну ты же меня знаешь. Угощайся. Это, ну да. Я с Люськой со своей развелся. Ну, типа, джигит свободный, да? Вот. А тут баба с Житомира, ну, втюхалась в меня по самые уши. Мужика своего бросила. Ну и все. Говорит, забирай меня к себе и целуй меня везде. Да что ты стилишь, Будя? Укропка на тебя запала? Жор Петрович, да я отвечаю, ну. Я же самец в самом соку. Ну, туда-сюда преподал ей мастер-класс, и все, закрутилось. Ты это... Хорош тут не порожняк гнать. Документики предъявляем. Цель приезда в Народную Республику. Я по личному делу. Вон к нему. Там на последней странице, посмотрите. Приезжайте. Я же говорю, мастер-класс. Давай. Здорово, Бодька. Ну что, вернулся? Че там, Хохляндии? Че стоишь? Разгружай. Здорово, мужики. Да, вот только приехал. Да что, загнивают укры под пиндосовской пятой, ага. И ну вы же канал «Россия» смотрите. А там всю правду говорят. Я серьезно. А это что за тетя? Так это, типа родачки. Коменданту про нее докладывал? Так, да, ну, только же разгружаемся. Разгружайся, сами доложим. Ща, секунду. О, держите подгончик от фирмы. Дегустируйте. Давай. Ага. Ой, палево. Ой, стрём. Что ты стоишь? Не маячь, давай, заходи. От не дай Боже, у вас знову повториться серцевий напад. Обіцяю, що не повториться. Ну нічого не болить, не повториться. А мені вдома, розумієте, спокійніше буде. Там доця одненька. І до жінки ніяк не можу дозвонитися.
Ну добре, давайте я ще раз пораджуся з головним лікарем, то може вас і відпустимо. Дякую. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення під... Ну что, Нинок, добро пожаловать в мою холостяцкую хибару. Футболист? Пацанов местных натаскивал. Нехило получалось, он, видишь, призовые места брали по району, по области. Короче, Нинка, шо не, хватит музейничать, сейчас будем водку пить и всякие безобразия нарушать. А чого покинув набридло? А жить за что? Дочку учить. Малая у меня в Миргороде учится. На этого художника по керамике. Ого. Талантливая, что тут Айвазовский, я тебе говорю. Ну то чого ти тут стерчиш? Ну чого до донечки не їдеш? Жив би там з нею. А бабки где брать? Тренера сейчас никому нафиг не впали. Зато барыги на расхват. Я ж теперь, Нинка, не с мячом, а с сумками через границу мотаюсь, как через штрафную. По туда, по сюда. Приехал, разгрузился, Люська распродала. И все, погнал себе опять по флангу распасовку. Вот такой вот у меня футбол, Нинок. Поняла? Поняла. Що донька ваша в сім'ї найрозумніша. Это точно. Так. Был я классным футболистом пробивной и сбивной, а сейчас махну грамм 300, сразу ухожу в запой. Опа! Ну опа! Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Да спать уже ложись, а? Киркоров задрыпанный. Ладно, Нинка, давай, хоры сидеть. Погнали, я тебе твою комнату покажу. Ну вот, короче, располагайся. Повертатися на контракт попрошусь. Приїдь і забери мене. Ще ж магістерку закінчити треба. Ох, я комусь не захочу. Як приїду, я лозиною тебе до університету пожену. Чув? Чого? Так. Господи, що це? Не боись. Это братва шмаляет для поднятия боевого духа. Так сказать, для бодрости и смелости. Бодь! Хупача, ну. А куда это мы засобирались? Что, на обзорную экскурсию? Да я не советую, у нас ничего интересного. Да хорош балагурить. Дай мені телефон, я чоловікові подзвоню. Вони ж навіть не знають, де я. Давай. Так, понятно. Присядь. Присядь, я тебе говорю.
Значит так. Для вновь прибывших объясняю правила поведения на нашем курорте. Объясняю раз. И повторять больше не буду. Правило номер 1. Нина, какой в жопу телефон? Ты вообще дупляешь, где ты находишься? Здесь все слушают, Нина. Он соседа через 2 хаты взяли за то, что он брату в Черновцы позвонил. Здесь даже думать шепотом нужно. Так что никаких звонков никому, никуда и никогда. Ничего, потерпят твои, если хотят тебя живую видеть. Ты меня поняла? Я тебя спрашиваю, ты меня поняла? Продолжаем. На улицу. Без дела, вообще без понтова соваться. Ну ты понимаешь, что тут все всех знают, тут ты такая красавица, да? Если хочешь свежим воздухом дышать, на, вон, все, дыши в форточку. Нин, понимаешь, мне же до тебя, короче, все равно мне. Только я за тобой на яму не хочу. Это правило 2. И, короче, Нин, все, я в кредит больше не работаю. Да. Ну, а что, мы с тобой вчера нормально посидели, да? Ну, то такое. У нас же с тобой все по-честному. По-честному. Я рискнул? Рискнул. Перевез тебя? Перевез. Все, давай, бабки на стол. Ясно. Тихо. Ну ты что, Ниночек, ты куда? Не твое дело. Тихо. Ну, Нин, ну что ты такая обидчивая, а? Ну, давай нормально поговорим. Садись. Ну, садись. Ну, садись, я прошу тебя, ну. Нин, ну скажи, куда ты засобиралась, а? Є ж тут якась влада. Ну, комендатура чи що там. Ты что, какая комендатура? Там же таких, как ты, круглосуточно принимают. Значит так, давай сделаем. Ты останешься дома, будешь сидеть тихо и никуда не ходи. А я пойду пока к Люське. Ну, надо же тебя как-то тут легализировать. Может, она тебе к себе в Гендель возьмет на работу, правильно? Все. Все, будь умницей. Я погнал. Тату? Здорово. Ти чого тут? Ти ж у лікарні маєш бути. Лікарі відпустили під чесне слово. Не можу я там бути, поки ти тут одна. Мама не дзвонила. 1000 разів її набрав. Абонент поза зоною. Серце як? На місці. От тільки голодний, як собака. Це я швидко. До речі, тут мама це передала. Ага. Андрій Васильович, він з СБУ. Сказала, якщо що, до нього йти. Так, ти там розбирайся, а я швидко. Я еще твоих баб на работу не устраивала. Кобелюга. Что ты кипишуешь, Люсек? Смотри. А смотрите, говорю. Видала? Это только за перевозку. У бабы бабла немерено. Ты же хочешь, чтобы мимо нас прошло? Жадность фраера погубит. Доведет она нас до подвала. Да не доведет, я тебе отвечаю. Ну что мы перцы тертые, правильно? Смотри. Баба малого своего ищет. Ну и сыпет баблом, что дурная, только карманы подставляет. Мы за трудоустройство с нее пятихатку снимем. Ну и потом будем тянуть. То за то, то за сё. Люсюк, ну нам же нужно за что-то малую учить. Давай, шевели мозгой, коза. Сам козел. Ладно.
Хай пока у меня в Генделе поработает. Хоть под присмотром будет. Іди ти! Ти куди її відправив? Я відправив. Ти з розуму з'їхав. Ти сам. Чому не поїхала жінка твоя, мужик, а? Ах ти ж тварюка! Мариночка, 2 кави, будь ласка. Тобі з молоком? Без! Обидві без молока. Сядь. Сядь, кажу. Все, заспокоївся? Побалакаємо тепер спокійно. Ти думаєш, я не знаю, що ти до моєї Ніни клинки підбивав? Так. Та вибрала вона тебе. Дякую. Здрасте. Здрасте. А где Лючка? В магазине. А ты кто? Я Олежка. А дядя Бодя где? Не знаю. Он мне обещал новые шипы прикрутить. А, Дай пирожок. зараз. Ой, а руки що такі брудні? А ну давай витирай. А сок? Охо. Ще й сік. А який? Такий? Такой. Такий? Смачного. О, Олежа, привіт. Люсь, я дала хлопчику пиріжечок і сік. Хай їсть, я потім гроші віддам. Ты шо? Это же сын коменданта нашего, Саныча. Мамка у них померла. А Саныч шо? Он сутками в комендатуре своей сидит. Вот и растет хлопец, як бурьян на улице. А он толковый. Да, он, Бодя, говорит, что вообще в футболе талант. Да. Ну вот я его и прикармливаю. То что он там дома? Знаешь, правильно говорят. Нет батьки, полусирота. Нет мамки, круглая сирота. Так, а я не поняла. А что ты стоишь, а? Давай работай. Здрасте. Здрасте. А вот этот? Ага. Спасибо. Саныч. Бодя. Бодя. Здорово, Саныч. Ты кого привез? Почему не доложил? Около меня я думал, что Сивый доложит. Он же сказал... Кто такая? А, это, короче, тёлка моя новая. Ну, ты же знаешь, мы же с Люськой в разводе. Ну, а тут туда-сюда закрутилась. Слышишь? Что ты мне беса здесь гонишь, а? Я тебя последний раз Дядя Бодя, я бутсы принес. Ты обещал. Молодец, Олежка. Я посмотри, что можно сделать. Пойдем, сынок. Давай. Иди в машину. Слышишь? Учти. Я слежу за тобой и твоей шарашкой, понял? Ну что? Что Саныч говорил? Водки налей.
Бодя, так що Саныч говорив? Нино, мое Нино. И как сладкое вино. Короче, хватит тут вальсировать. Дай продегустировать. Ой, ну, Буль, ну, слухай, де ти по ночах тиняєшся? Рано вставати. Ага. Ниночек. Я ж тут уже не... Ну что ты? Ты что, забыла, что ты же моя новая женщинка? Моя фея. Не ночь. Я же уже неделю один сплю. Ну, слушай, я сейчас активный, у меня возраст репродуктивный. А? Я тобі забула сказати, що я нічна фея. Повелительниця снів. Бач? А оце моя чарівна паличка. Отако гарненько, як махну, то хто де стоїть, там і лягає спати. Махнуть? Ну что за дела, а? Ну я же ради тебя жизнью рискую. Пошел в свою комнату, Кабелина! Звукоизоляция не к черту. Водя, я сюди не ложки мити в ганделику приїхала. І не для того, щоб вислуховувати ваших п'яних визволителів. Я приїхала сина знайти. І вже тиждень тут стерчу. А ти мені все одно не висовуйся, я все сам домовлюся. Значить так, слухай мене уважно. Якщо ти мені не допоможеш, якщо ти не знайдеш потрібних мені людей, я зараз оцією чарівною паличкою всі вікна тут винесу. І двері. Я тут твої пісні слухати не буду. Думай, як будеш діяти. Інакше я завтра піду в комендатуру. А знаешь что? А только не надо нас тут пугать, а? Пуганые мы тут. А ты что думаешь, что для такого дела тиждень там одни проблемы с тобой вылаешь? Одни проблемы с тобой. А благодарности ноль. Все. Давай по койкам разбежались и все. Завтра что-то придумаем. Между прочим, мне не очень-то и хотелось. Ты меня кинул, Гена. Это как понимать? Ты во все края потерял. А что ты пальцы загибаешь, Андрей? Кинул? Так подай на меня жалобу. Между прочим, я тебе изначально ничего не гарантировал, помнишь? Сказал, вероятность 50/50. Да помню я. У меня человек пропал. На связь не выходит, телефон вырублен. И твои люди видели ее последними. Ее? Гена, это мать. За сыном ехала. Лады. Инфу скинь. Я попробую через решал пробить. Будь на связи. Приветик, Нинок. Сейчас на стол накрой все по красоте там. Салатик порубил. Все. Я з цього борделя з'їжджаю. Вчора ти до мене приставав, сьогодні у тебе п'янка намічається. Все, я краще в генделі буду ночувати. Ты шо, Нинок? Ты что, дура? Я что, сейчас для себя стараюсь или что? Короче так. Ты слушаешь, я говорю, и ты делаешь. Угу. Слухай, друг, я до тебе служницею не наймалася. Слышь, мадам,
Я, между прочим, тебе тоже детективом не нанимался, да? А помогаю сейчас чисто так, по дружбе. И заметь. По дружбе. Бесплатно, между прочим. Валерик сегодня ко мне должен зайти. И шо? Шо, жуй хорошо. Кент мой с малолетки. И чтоб ты понимала, он сейчас ополченцам тем, которые на передке, жрачку возит. Вот через него я хочу пробить, где твоего малого держит. Вкурила, служница. Шо, Валерчик, давай выпьем за успех бизнеса и за то, что бабки нас даже сонных находили. Давай, братан. Ну, кстати, о бизнесе. Короче, Нино, тёлка моя новая. Об этом позже. Так вот, ей нужно кента одного пробить. Он типа в плен попал. Ну, не бесплатно, естественно. Бой, я не море, меня не волнует. И я не мост, меня не разведешь. Ну что ты стремаешься, я не пойму. Ну смотри, ты же по любасу харчи на передок возишь, правильно? Правильно. Ну, кто-то что-то там сказал, кто-то что-то ответил. Ты услышал. Ну просто ж как два пальца. Бой, ты вообще понимаешь, о чем ты просишь, а? Там на передке ямы нет. Там в посадку вывели и прощай родина. Нахер оно мне надо? Я что, смертник? Валерчик, ну какие смертники? Кому мы с тобой нафиг нужны? Давай. Валер, штукарь. Ладно. Завтра попробую. Добазарились? Ну, только для тебя. А чого ти його додому не відправиш? Так а что он там один будет делать? Тут хоть под присмотром у меня накормленный. А батько? Саныч? Так он заберет его. Он знает, что малой каждую ночь у меня ошивается. Так, все, Нинка. Пошли. Отдохнем. Нин, я в душу лезть не хочу. Вот скажи мне, что ты тут на самом деле делаешь, а? Только не надо мне Бодины слова говорить. Я сина шукаю. Він у полоні. Віталій звати. Віталій. Оно, конечно, понятно, только что ж тут сделаешь? А ти на моєму місці що б робила? Бач, хіба ж я знаю, що тут зробиш. А тут хоча б поруч, розумієш, якось воно. Да. У самой дочка в Миргороде. Пока там, так мне спокойнее как-то. Угу. Спокійний. А чого ти з Бодю розійшлася? Він же наче непогана людина. А? Не підлий, не жмут, веселий. О, слишком веселый.
Взрослый человек, а серьезно ноль. Да раздолбай редкостный. Я пошу, а он… Да на мне все держалось, вся семья. И учеба дочки, и бизнес, и дом, все. Еще пока Кристинка тут была… Ты дочь? Да. Дочь. Так оно как-то жили. Уехала, развалилось все. Ну, все одно же разом. Ну, тогда куда я его дену? Он же пропадет. И потом война эта проклятая. Жить тяжелее стало. Вот и кучей как-то держимся. Ой. Мы тут такого натерпелись. Когда это только все закончится? Дуже не треба було починати. Що вам погано при Україні жилось? Вот только не надо меня сейчас твоей политикой лечить. Украина, Украина. Мне ни те, ни другие не помогали и помогать не будут. Как кручусь, так и верчусь. Люся, не трогай меня. Люся, ну чого ти, їбо, ну чого? Ну, дитя налякаєш, розбудиш. Саныч. Здрасте вам в хату. Здрасте. Ну что тут, малой, нормально себя ведет? Да ты шо, золотое дитё. Люсь, тут… Шо? Ну шо, ну он же все время у тебя тут столуется. Саныч, вот ты только не обижайся, а? Ну, был бы другой человек. Ну, честное слово, морду швырнула бы, а? Ну, что ты думаешь, что я на ребенке деньги зарабатываю, а? Ну, ладно, извиняй. Я ж чисто по-людски хотел. А вот хочешь по-людски, взял бы малого и на рыбалку бы. Чтоб хоть дитё хоть целый день с батей побыл, а? Ну, что ж он все с чужими людьми, да с чужими. Все, Люсь, хорош, не нуди. Олежка, вставай, домой пойдем. Держи, спасибо. Да ее. Привет. Здорово. 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 Ну что, можем вам больше жрачки привозить? У вас что, типа, прибавилось? Кто тебе сказал? Ну, в городе базарят. Что вы каких-то укропов взяли. Сейчас буду еще укропом готовить. Слышь ты, а ну иди сюда. А ты что тут вынюхиваешь, урод, а? Ничего, командир. Просто с Тимохой перетираю. Думал, харчей дополнительных привезти. Ну, хотел как лучше. Не твое как лучше до задницы. Привез, что положено, и вали отсюда на. Понял. Замечу еще раз, что свою харю сунешь. Будешь в МГБ свои байки рассказывать. Понял? Понял. Все, меня уже нет. Мужик! Валерчик, братан, проходи. Ниночек, а ну давай быстренько. Водочку, закусочку в студию. Гость дорогой пришел. Ну. Ты что, сучонок? Под статью меня толкаешь. Шныря из меня решил заделать, а? Валерчик, ты что стартуешь, братан? Остынь, ты чё? Ты сейчас сам не остынешь, падла. Вы что из меня? Шпиона Укропского делаете, а? Я сейчас к Санычу пойду. Там разберемся, нахера вы мне напередок посылали. Разнюхивать все. Валер, кто ж тебя посылал разнюхивать? По-братски тебя попросили просто узнать. Ну, короче, штукарь. За то, что я жопу свою подставлял. И еще штукарь за мое молчание. Нет? Иду к Санычу. У мене нема таких грошей. Валера, стоять. Будь тут, я порешаю. Ну, пойдем. Пойдем, говорю.
Если он сейчас стуканет, все, всем хана. Тебе, мне, Люське, всем. Понимаєш? Ні. У мене немає таких грошей. За що я дитину потім буду викупати? Тебе сейчас саму себя выкупать придется. А за малым кто тогда искать малого будет? Кто? Половину. Крапка. Ох, юкали мене. Ну? Шо ну? Валерчик, братан, у нее только штука есть, я тебе отвечаю. Шо, ну я тебе сыном клянусь. У тебя ж дочь. Да какая разница? Бери, пока она не передумала. Ладно, штука. На передке их держат, в полевой части. Укропом этих. Чтобы они сдохли, я из-за них чуть на яму не загремел. Командир там русский, так что без вариантов. Спасибо, братан. Спасибо. Шо? Походу, Валерик отказался. Да. К Люське вон эти ополченцы ходят расслабиться. Ну, короче, я сам попытаюсь у них что-нибудь вынюхать. Только это ж так рискованно, нет? Бодя, я ж гроші не друкую, правда? Ладно. Договоримся. Ёкало мене. Віта, синочку, ти поїв? Ага, мамо, я побіг, бо програємо 2-3. Добре, що заяву подав про зникнення Ніни. А я запит подав від контори. Ми зі свого боку працюватимемо. Але для цього потрібен час. Значить, поїду туди і буду шукати. Де шукати? Скажи мені, будь ласка, де шукати? А ну как ебабахнет! Да, жук штаны навалял. А Куцева контузило так, что Жинка до сих пор криком разговаривает. Не, ну ему кажется, что он говорит нормально, но он же орёт. Не, ну ржака, мужики, ну реально. То есть что получается, парни? Что укры хреново целятся, да? Да целятся-то они хреново, но попадают не слабо. Ответка у них четкая. Слышишь, Кайзер? А что эти ваши укры? Перевели уже? Пленные? Ну? Ну да, в Луганск. А там русские с ними разберутся. Ну, в смысле, кураторы. Конечно. Ща, парни, я заодно еще запотевший, да? Давай. Ну, вздрогнем? Да? Ой, давай. Оп! Опа! Давай! Так, я зараз же їду. Ты шо, куда ты едешь? Ты чеканутая. Ну як, куди? В Луганськ. Ёкало мене, что совсем ума нет? С укроповским паспортом и житомирской пропиской, да? Мадам, ты случайно ЛНР Шенгеном меня перепутала? Тебя на первом же блокпосте возьмут и посадят. А следом за тобой и нас с Руськой. Не, ну понятно, тебе себя не жалко. Так а дочка моя зачем сиротой останется, скажи? Все, сиди здесь и не рыпайся. Я сам порешаю. Давай бутылку новую. Не, ты что хочешь? Да давай уже. Ти тут, сонце. Ось.
Несмотря на агрессию с украинской стороны, власти республики гуманно относятся к пленным бандеровским фашистам, принесшим море слез и горе мирным жителям нашей республики. По окончанию следствия украинских преступников будет судить районный суд города Луганск. Тату, що з тобою? Тату, секунду, чекай. Что, Манюня, мамку убила? У меня тоже мамки нет. Ну ничего, сейчас все будет хорошо. Сейчас ты покушаешь молочка, попьешь и будешь молодцом, как мой папа говорит. Здравствуй, Майра. Это что за зверь? Нашел. Оно, бедное, скулит. Наверное, голодное. Тетя Люсь, надо его покормить. Ага. А педикюр его блохом делать не надо? Тю, а чого ти напустилася? Ну, правда, тобі що, жалко? Давай його покормимо. Да, конечно. Если я буду всех бродячих собак кормить, то сама с голоду подохну. Нож дай. Ладно, там это молоко в холодильнике скисшее возьми. Тихо. Сейчас покушаешь. Иди сюда. Его мамку укропы убили. Що? Це хто тобі таке сказав? Ну а кто? Укропы всех убивают. Так все говорят. Так, дай мені його. Іди сюди. Де? Дивись на мене уважно. Я укропка. Угу. Що виходить? Що я теж всіх убиваю? Нет, ты не такая. Ты добрая. О, прогрес. Вже розділив укропів на добрих і злих. Послухай, маленький. У цьому світі кожен є хтось. От ти хто? Я не знаю. Отож. Ладно, я пойду с дядей Бодей поздороваюсь, пока Росомаха молоко будет пить. Добре. Ти Росомаха? Боже. Дядя Валик, дай пистолетом поиграться. Ты обещал. Так, Олежа, спички детям не игрушка, а оружие тем более, так что давай. Извини. Но ты при всех обещал. Ой, да не очкуй ты. Вытащи обойму и дай пацику поприкалываться. Вот вы черти. Только смотри, на людей не направляй. И вот здесь сиди, чтобы я тебя видел. Понятно? Понятно. На. Давай бахнем уже. Давай. Давай за нас. Это же моя Кристинка уже лет с 5 гимнастикой занималась, да. Да ты что? Ага, главное, Бодя против была. Я говорю, нехай занимается. И что ты думаешь? Лучшая была. Ого. А потом ваши пришли и стрелять начали, и все хорошее закончилось. Наши?
Ну а кто? Я твоего сына сюда с западенщины не звала. Правда. Ти мого сина не звала. Ні. Ти Путіна звала з його шайкою. А это уже не твое собачье дело. Кого я звала и в какой стране я хочу жить. І що ти зараз живеш в тій країні, в якій тобі хотілося? І нравиться вона тобі? Що це? Що це таке? Да ты черта, ты ему пистолет дал! Твою ж дивизию, а! Иди. Что случилось, говорю? Да Валик дал малому пистолет поиграться. Чё дал? Вот, а обойму вытащил, ну... Ты чё, Олежка, ну не стрельнула, ну рикошет. Так, давай аптечку, жгут. Що-небудь треба рано перетиснути. Что, помочь, да? Іди. Да помогу. Я замок не сказала. Потерпи, сонечко, потерпи. Потерпи. Олежка! Я хірург, спокійно, не торкайтеся його. Він живий. Рана не страшна. Больовий шок скоро пройде. Дайте мені жгут. 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 Бегом, бегом, жгут. Жгут. Жгут, бегом, бегом, жгут. Саныч, я Христом Богом клянусь, что мы тут ни при чем, Ни при понимаешь? чем, Это ж Ванька, понимаешь, дал пистолет ему поиграться, а Ляшка пульнул себя случайно, понимаешь? Он стрельнул, а ну рикошет. Я же не хотел, ну ты чё, Саныч? Да прости, ну... загубит, Саныч, давай. Рот закрыла и отошла. Саныч, ты... Пакую урода. И на яму. Допоможи мені його підняти. Давай, я знаю, як його тримати. Вези мене в лікарню. Что ж, вези, там врачей нет, только медсестра одна. Ничего, ничего. Давай, поїхали. Вперед, 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 вперед! Валим, валим. Там ты долбил. Все, Люська, она спалилась. Капец бабе. И ей, и нам.